Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Хочу представить вашему вниманию два растения. Это мои домашние растения Anthurium Sierra Magic и Anthurium Livium. Растения взрослые, со временем стебель у них удлинился. Решила омолодить эти растения. Сейчас они проходят стадию омоложения, то есть предварительно я приготовила из подручных средств вот такой стаканчик, обмотала стебель и добавила сюда грунт второго состава. Как омолодить антуриум, у нас есть отдельное видео, ссылочка будет в описании. Для наполнения этого стаканчика можно использовать как мох сфагнум, так и тот грунт, в котором вы в дальнейшем планируете посадить свое растение. Я, как сказала, использовала грунт второго состава. Как приготовить грунт второго состава, ссылочка тоже будет в описании к видео. В этом видеоролике мы вместе с вами произведем обрезку этих растений и посадим их на фитиль. Как перевести на фитиль взрослые растения, мы еще вам не показывали, такого видео у нас не было. Как малышей перевести, это предыдущее видео. Мы там подробно рассказали, показали. А большие растения мы сегодня все это сделаем вместе с вами. Итак, приступим. Итак, Anthurium Livia, чтобы не затягивать видео, я пересажу отдельно. Займусь им позже. А сейчас давайте займемся Anthurium Sierra Magic. Так, убираем стаканчик. Аккуратненько. Посмотрим, какие корни у нас растение нарастило за 2 недели. Кстати, если вы планируете пересадить растение сразу в грунт второго состава, если бы я это планировала сделать, я бы произвела обрезку и весь этот земляной ком прям посадила в грунт. Но так как я буду пересаживать растение на фитильный полив, то там грунт будет немного отличаться от второго состава. Итак, сейчас произведем обрезку, потом уделим больше внимания грунту. Так, смотрим, что у нас здесь получается. Корешочки неплохие. Так, убираем. Вот они отсюда растут. Слишком прям сильно грунт я, наверное, убирать не буду. Так, еще с этой стороны надо. Вот так. Посыпается. Смотрим, где нам здесь лучше обрезать. Так, ну, здесь, в принципе, выбор-то у нас небольшой, обратите внимание. Вот здесь кончаются те корешочки, которые у нас наросли, что с той, что с этой стороны. То есть производим обрезку чуть ниже наросших корешочков. Так. Вот так вот. Оп. Я, наверное, закрыла вам. Плохо было видно. Так. Вот что у нас получилось. Этот горшок отставляем. У нас здесь остается 2 листика. Вот, кстати, уже боковой побег лезет. То есть мы этот горшок отложим и оставим на наращивание деток. Уезжает в стороночку у нас. И остается верхняя часть. Хотела бы сказать про грунт. Для фитильного полива используется другой состав грунта, не второй состав. То есть здесь получается верхового торфа 50%, 50% кокосового субстрата средней фракции. Если в кокосовом субстрате у вас недостаточно кокосового волокна, можно купить его отдельно, нарезать на небольшие фрагменты, примерно 5-6 сантиметров, и добавить в грунт. Вот. Хочу заострить внимание, что для фитильного полива грунт второго состава не подходит. Сейчас мы с вами будем пересаживать это растение.
Итак, я приготовила грунт для фитиля. Хочу уделить ему больше внимания, потому что это основа успеха для выращивания антуриума на фитиле. Итак, повторюсь, здесь 50% верхового торфа, 50% кокосового субстрата средней фракции. Присутствие кокосового волокна, оно обязательное. Это даст возможность равномерно как напитываться грунту влагой, так и просыхать. Так, вот такой субстрат получается у нас. Опять же повторюсь, что для посадки он должен быть не мокрый, а влажный. Вот такой примерно фракции и такой влажности. Итак, горшок. Я решила использовать вот такой интересной конструкции горшочек. Очень подходит, я считаю, для фитильного полива. Нижний наружный горшок убираем. Оставляем этот. Так, я использую полипропиленовый шнур, диаметр 4 мм. Вот такой примерно длины, так как у меня наружный горшок очень высокий. Укладываем шнур на днище горшочка. Отверстий здесь у меня предостаточно. Так, один опускаем, следом второй. Так, минутку. Вот. Смотрите, так опустила. Теперь можно сделать петелькой вот так. Этот шнур уложить можно на днище. Сейчас я закручу его на днище, потом вам покажу, что у меня получилось. Ну вот, не зацепляется. Вот примерно так. Вот. Я считаю, что лучше делать 2 хвостика, скажем так, потому что это поможет регулировать влажность грунта. То есть у нас зима, лето, осень, весна. В квартире влажность и температура меняется. То есть в квартире стало влажно, грунт у нас меньше просыхает. Мы берем один хвостик и закрепляем его на днище. Можно использовать тот же скотч или какое-нибудь другое приспособление. Наступило лето или зима, наоборот, включились системы центрального отопления, стало сухо, поэтому второй хвостик опускаем. Мне кажется, это очень-очень удобно. Ну, по крайней мере, для своих я использую именно такой способ. Итак, вот так вот он будет выглядеть. Так, приступим к посадке. Итак, на дно я уже здесь подсыпала грунт. Растения подготовила, то есть нижние листья срезала, потому что они все равно уйдут в грунт и со временем погибнут. Старые цветочки тоже срезала, а эти оставила. Думаю, что растение вытянет его. Итак, смотрите, петельку я все-таки подняла вверх. Она будет ближе к корешочкам растения. И хочу добавить сюда обязательно микорризу. Добавляем. Побольше так, щедро насыпем. Хочу сказать, что грунт на фитиле, он будет постоянно находиться во влажном состоянии. То есть это идеальная среда для развития грибного мицелия. Если, допустим, растения садить без фитиля, то бывает иногда, что мы все-таки немножко пересушиваем грунт. И в результате микорриза может не прижиться. То есть здесь у нас идеальная среда. Это можно сказать со стопроцентной уверенностью, что мицелий здесь будет развиваться. Так, подсыпаем свободное пространство. Так, слишком не утрамбовываем. Так, вот, отлично получается. Так, симпатичненько он и выглядит в этом горшочке. Я, если честно, немножко сомневалась, что он будет смотреться не очень симпатично. Неплохо. Итак, растения мы посадили
хвостики наши торчат. Теперь мы бы хотели уделить больше внимания приготовлению питательного раствора. Особое внимание хочу уделить приготовлению питательного раствора, так как у нашего растения все корни молодые, старых корней нету, значит они сразу пойдут у нас, начнут работать. Так как у нас грунт бедный, поэтому питание у нас необходимо. На первом этапе мы используем удобрения с преобладанием фосфора. Я использую удобрения с группы, взвешиваем на весах. Я изначально уже свесила. Для приготовления берем воду. Я взяла чистую воду. Это вода из фильтра обратного осмоса. Это чистая вода, без минералов. Поэтому питательный раствор обязательно надо наводить, потому что грунт у нас и так бедный. А если еще и вода у нас будет пустая, скажем так, то растению просто неоткуда будет брать силы для развития. Итак, приготовили, хорошо размешали. Вот так смотрим, чтобы на дне у нас не оставалось никаких гранул. Здесь у меня 0,5 литра воды и 0,25 грамм удобрений с преобладанием, повторюсь, фосфора. Именно он даст толчок для развития корневой системы растения. Заливаем. Оп. И вот примерно так у нас получилось. И далее ставим наше растение. Итак, на первом этапе, повторюсь, 2-3 доливки удобрением с большим содержанием фосфора. Удобрения с большим содержанием азота на первоначальном этапе использовать нельзя. Далее 1-2 доливки с использованием удобрения с большим содержанием калия. И далее мы переходим на использование удобрений, где НПК находится в равных количествах. То есть азот и фосфор и калий, они одинаковое содержание. Периодически добавляем питательный раствор с большим содержанием азота и минеральных удобрений, микроудобрений, извините. В качестве азотного удобрения хорошо подойдет у нас мочевина. Используем ее 0,4 грамма на литр воды. Сначала разводим ее, дальше добавляем уже микроудобрение 0,2 грамма на литр воды. Хотелось бы еще заметить, что если вы видите, что грунт у вас просыхает очень быстро, растение пошло в рост, значит дозировку удобрений надо чуть-чуть увеличить. И при выборе удобрений обязательно обращайте внимание, чтобы они подходили для гидропоники. Я использую те удобрения, которые есть у нас в группе. Других удобрений я не использую. Так, растения у нас посажены. То растение, которое нижняя часть, мы опять же отправим его в тепличку. Надеемся, что... Да не надеемся, даже уверены, что оно даст больше деток, будет хорошо развиваться. Вот. А это растение у нас также отправляется в теплички. Еще хотелось бы заметить, если вдруг вы наблюдаете, что грунт у вас здесь сверху не слишком влажный, вот, значит фитиль работает еще не в полную мощность. Поэтому производите полив сверху до тех пор, пока фитиль не начнет работать. Итак, спасибо за внимание. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. С удовольствием ответим. Всего вам доброго.